Дом– это сосредоточие жизненных сил, сосредоточие памяти и всего самого лучшего в семье, не только в отношении существующих родственников, ныне живущих, но и памяти о предках. И для того, чтобы сохранить благополучие и счастье в доме, существовали обычаи, которые препятствуют уходу счастья из дома. Так не давали в долг угольки или хлебную квашню. Крестьянские дома, прежде всего мы будем говорить о крестьянских домах земледельческой зоны Сибири, потому что в разных регионах были разные здания, имели несколько помещений. То помещение, которое имело в своем составе печь, называлось изба. Второе помещение, если оно было, носило название горенки, горницы или комнаты. В сам дом попадали через сенки или сени. В этих сенях были казенки, кладовые, стояли всевозможные хозяйственные принадлежности. Нужно сказать, что основными элементами интерьера дома были печь, рядом с ней находился голбец, были полати обязательно, которые шли от печи к стене, и куть. Куть – это женская часть дома. Нужно сказать, что все части внутренние дома имели свои названия. Когда заходишь в дом и останавливаешься рядом с порогом, то ждешь приглашения, что тебя должны обязательно позвать, зайти. А до этого проходить было нельзя. Даже говорили: девка, что под порогом сидишь? Проходи. Вот как раз вот эта входная часть называлась подпорог. Слева от входа находилась койка, так называемая. Это элемент праздничного убранства. Те, кто недавно были в деревне, очень удивлялись, потому что на этой койке обычно никто никогда не спал. Она была покрыта очень красивыми одеялами, у нее были простыни с подзорами, которые внизу украшали. И на самой койке укладывали большое количество подушек по размеру, от самой большой до самой маленькой. Ну, вот есть такое предположение, что слово само «койка» произошло от древнерусского слова «коник». То есть такая специальная лавка, в которой было украшение в виде головы коня. И это была мужская часть дома. Дальше от порога повышается статусность помещений. И на стене, противоположной входу, находилась божница. На ней стояли несколько икон, под ней был специальный столик, там размещали освященные предметы, воду святую, четверговую соль, четверговую свечу, и другие предметы, которые помогали в молениях. И люди, когда заходили, и их уже приглашали внутрь помещения, они всегда должны были перекреститься на иконы, а после этого только поздороваться с хозяевами. В этом переднем углу под божницей находился стол. Это был довольно небольшой, обеденный стол для всей семьи. К стенам были приделаны лавки, и почетное место было как раз под божницей. Обычно там сидел либо хозяин дома, либо кто-то из почтенных стариков из семьи. А уже по бокам рассаживались все согласно своему статусу. Нужно сказать, что вот в тех местностях, в тех деревнях, где следовали обычаю, то стол считался частью оборудования самого дома. Поэтому, когда дом продавали и переселялись, то стол нужно было оставить. И тот, кто заходил в новый дом, должен был следить, чтобы стол и стул обязательно хозяева оставили, иначе считалось, что счастье из дома уйдет. Сейчас давайте посмотрим, что еще было. Стояли лавки, о них мы уже сказали, они были приделаны к стенам.
и всегда на них укладывались половики. Ну, как правило, это были домотканые или же вязаные самодельные половички. Стоял сундук, а по-местному называли ящик. В этом сундуке хранили полотно, подвенечное платье, шапки, ну и, может быть, что-то из зимней одежды. Девушки на выданье хранили там свое приданое. Между окнами на стене обычно навешивали зеркало. И когда появились фотографии, то рядом с зеркалом размещали и фотографии всех своих родственников, детей, внуков. Этот был такой семейный своеобразный иконостас уже из своих родственников. Рядом с печью помещение называлось куть. Это было сугубо женское владение. Там могли стоять кросны, самопряха, там женщины шили, пряли, ткали, если не было горниц. Если горница была, то ткацкий станок стоял в другом помещении. Конечно, одним из основных элементов дома была печь. Обычно она занимала очень большую часть внутреннего пространства. Ее делали и глинобитной, и из кирпича. Печь была, как правило, хлебная. В ней можно было печь хлеб. Ну и варочная. В ней всегда тушили, варили всевозможные свою снеть. Ну, вот это пространство, оно принадлежало женщине и обладало своими качествами. Дело в том, что печь вообще была символически нагруженным предметом. Дело в том, что это такой несанкционированный вход через трубу, мы можем судить об этом по быличкам, для огненного змея или же для какого-то нечистого. Очень часто к печи обращались, когда хотели снять тоску заговором по умершему. Своими качествами обладали и атрибуты печи, а именно заслонку нужно было выбросить, когда шел град. Можно было выбросить и ножик, который всегда лежал рядом с печью. Ну, печь обычно делалась под хозяйку. Это значит, что печник, если он был умелый мастер, он всегда измерял рост хозяйки, чтобы ей было удобно работать с печью, потому что хозяйка очень много времени, конечно, тратила на приготовление пищи. Освещались избы, естественно, светом из окон. Но существовали и керосиновые, пятилинейные, трехлинейные лампы. Использовали журавушку. Это такая выдолбленная в картошке и заполненная маслом и с фитильком приспособление. Были и светцы, в которые вставляли лучинку и освещали. Очень необходимо было освещать ночью зачастую, потому что женскую работу по прядению, по тканью выполняли обычно ночью, когда все засыпали. Дом всегда устраивался не на один год. Это считалось принадлежностью всего рода. То есть была надежда на то, что здесь родились предки, здесь родятся и потомки. Ставили очень основательно.